Привет! С вами Кашпару, и вы смотрите новое видео на моем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено вот такому дивному растению, которое называется стрелицея. Немногие из вас понимают и представляют сходу, как выглядит стрелица. В основном все знают, что это вот такой вот цветок. Но как она выглядит без цветка, обычно никто особо не заморачивается, а выглядит оно вот так, похоже отчасти на банан. Очень часто ее, кстати, с бананом и путают. Если вы следите за моим каналом, то вы в одном из видео я недавно рассказывал о том, куда я езжу покупать растения в Москве, именно здесь я живу. И совершенно случайно, недавно я поехал в новое место, это просто от меня противоположный конец Москвы, поэтому так не было шанса добраться до этого. И приехал в компанию тоже, она такая рознично-оптовая, где-то в Варшавке, там черти где, практически у МКАДа. И обнаружил, что там есть несколько растений, которых у меня нету. Я сходу там купил вот эту стрелицию, купил там антуриум, купил пилию, там еще я в инстаграме выкладывал, кто недавно там алаказию, зебрина, в общем, так поразлегся. И, в общем-то, стрелиция — это то самое растение, которое вы в своих комментариях давно уже просили показать. Не показывал, не снимал я его по вполне объективным причинам, потому что стрелиция, давайте я верну обратно сюда, это растение такое, не самое популярное, честно говоря, среди комнатных, и этому есть ряд причин. Изначально стрелица — это растение, оно образует собственное семейство, собственно, стрелицевые, и в этом семействе на самом деле 4 вида, наиболее популярные, или, по крайней мере, то, что мне известно. И что необычно, именно для этого растения, из этих 4 видов 2 носят такие некие королевские корни. Само по себе название стрелица — это уже, честно говоря, королевская история. Да, вот эта монархия — это фамилия супруги одного из английских королей 18 века. Как-то там ее звали, там Мария София Трам-пам-пам-пам, в конце стрелица была. Стрелица. Собственно, по фамилии этой королевы и было названо это растение. Изначально оно растет на Мадагаскаре, на востоке Африки, это, и центрально, ЮАР, это Южноафриканская республика, там вот эти всякие Мозамбики, Ботсвана, Зимбабве. И если немножко углубиться в историю этого черного континента, то, если помните, там англичане воевали с бурами и прочими, там вот эти все Наталь, вот эта провинция, вот именно там, на самом деле в этом Натале, эту стрелицу, честно говоря, обычно называли бананом. Бананом, причем декоративным, потому что явно каких-то плодов, как банан, он не дает, но это так и пошло, тогда и назывался просто этот натальский банан. Я думаю, что в ходе как раз колонизации Африки это растение попало в Англию, где получило свое название стрелиция, и так и оно закрепилось. То есть стрелиция реджиная — это как раз то, что выращивается в комнатных условиях. У меня здесь немножко другая история, это стрелиция Николай. Тоже королевская история. И если в Англию стрелиция попала там, в 18 веке, то в царскую Россию она попала в 19 в виде подарка нашему императору Николаю Первому. И оказалось, во-первых, тогда уже были оранжереи. То есть примерно 100 лет назад до этого в России моду на оранжереи задали Меньшиковы, потом это Екатерина там как-то развивала. Да? И, в общем-то, у Николая Первого тоже была оранжерея, и как раз туда посадили вот эту самую стрелицу. И так оказалось, что вид его растения был немножко не тот, который называют стрелицей реджиная, который мы привыкли видеть с этим райской птицей, такими оранжевыми цветами. А вот такая штука была, которая очень коварно вырастает до большой высоты. Вот эти листья, которые вот так вот растут один за другим, да, там, по кругу они там еще будут, они на самом деле нижние будут регулярно отмирать, и они будут формировать ствол, как у пальмы. И по большому счету это не кустик, это самая настоящая пальма, которая может вымахать в высоту метров на 6-8. И, собственно, это она сейчас и делает. На самом деле это растение не комнатное, оно больше такое садовое растение для садов, которые расположены в мягких, влажных климатах, там субтропических, где-нибудь в Сочи стрелица, наверное, отлично бы росла. Мадагаскар — это как раз пример такого субтропического климата. И у императора Николая Первого эта стрелица вымахала до размера пальмы, собственно, в оранжерее. Именно тогда этому виду и присвоили название стрелица Николай. То есть в честь нашего царя. Представьте, одно растение стрелицы, да? Во-первых, она названа стрелицей в честь, да, королевской особы.
Реджиная, сразу королевская туда же, да, и комнатная которая. И вот Николай, это тоже в честь императора, царя, в общем, все как положено. Другие виды менее распространены, менее интересны, и они точно не являются комнатными растениями. Еще бывает, она называется стрелиция альба, еще какая-то там бывает. Но, честно, мне не доводилось с ними сталкиваться. Ни в магазинах точно, ни в оранжереях, допустим, в ботанических садах. Ну, я думаю, что это просто обычные уличные такие растения, которые растут в Африке где-то там. В общем, эндемики, может быть, там Мадагаскара, ну, там им хорошо. Нечего по всей планете растаскивать, на самом деле, все растения. Где родился, там и пригодился. С точки зрения выращивания, чем отличается, допустим, стрелица Реджиная от стрелицы Николай? Реджиная все-таки комнатная, она небольшая, да, она круглый год растет в одной примерно температуре, там все здорово, поливайте ее почаще, ей должно быть тепло, светло и почаще поливать, все. Николай, как я сказал, уличная, и она имеет ярко выраженный период покоя зимой. Она имеет потребность в том, чтобы зимой ей было немножко попрохладнее, да, и, пожалуй, она имеет потребность в большом пространстве. То есть дома эту штуку вырастить можно, но я считаю, что это безответственно, то, что у нас в садовых центрах продается, допустим, такая разновидность стрелицы, потому что цветков от нее ждать, ну, это, они цветут там лет через 5 после посадки, да, то есть если вот этому растению сейчас там года полтора, понятно, что в ближайшие 3 там, года, грубо говоря, цветов от нее ждать не приходится. И когда вы покупаете домой такую стрелицу, надо понимать, что вы купили что-то маленькое, принесли домой. Через 3-4 года эта фигня будет вот такая, вот как этот монстр вот стоит вот там, да? И только к этому времени она, не дай бог, там, если еще и повезет, что вы зимой ее будете подсушивать и немножко в более прохладном месте держать, вот она, может быть, там зацветет. Ну, в общем, такая история сомнительная. Пойти купить цветы стрелицы можно в обычных магазинах, торгующих обычной срезкой. И цветочек стрелицы стоит там, от 200 до 500 рублей. Ну, в разумные деньги. Можно составить из них букетик там и все. И они достаточно долго стоят. 2 недели нормальный срок в комнате. Если в комнатных условиях стоят, 2 недели это нормальный срок для такого букета. И затраты совсем другие. А тут надо ждать 5 лет, пока что-то там. 4, может быть, пока что-то вырастет. Давайте все-таки перейдем к пересадке стрелицы. Немножко я про нее рассказал. И давайте теперь говорить о том, как мы ее будем сажать. Я уже сказал, что стрелица, несмотря на то, что у Николая разновидности есть потребность зимой подсохнуть маленько, летом она любит влажный воздух, она любит стабильную температуру выше 20 градусов, и она любит, когда грунт постоянно влажный. Но при этом он должен быть просто регулярно полит. То есть по режиму полива я бы ее сравнил каким-то спатифилумом. Раз в 3 дня понемножку доливайте, не допускайте пересыхания земли. И очень четко отлавливайте эту грань, когда можно растение залить. Вот это точно для нее не нужно. Ну, все растения не любят, кроме болотных. Не любят, когда их заливают. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть система автополива. Это как раз та штука, которая позволит мне избежать недолива, перелива, заливания и прочего всего там, что может быть. Смысл системы достаточно простой. В горшке есть такая вставка, которая отделяет нижнюю часть горшка, кашпо. И вот как раз в этой нижней части будет находиться лишняя вся влага. Даже не лишняя, а та, которой будем поливать растения. И есть некая шахта заливная, которая будет соединять дно горшка с поверхностью, где можно будет заливать воду непосредственно в нижнюю часть кашпо. И существует специальный дренажный слой, который через дырочки в этой вставке, а тут есть дырочки, они везде тут есть, будет являться проводником, который будет поднимать воду из нижнего резервуара к земляному кому, где сидит растение. Очень удобно. То есть все, что лишнее, стекло вниз, все, чего не хватило, потом обратно вверх поднялось. То, что надо для людей, которые не хотят заморачиваться с чем мы не хотим заморачиваться? С поливанием растений. Это вполне нормально. Так. Я почитал немножечко о том, что делают люди со стрелицами в других странах. И почитал как раз про именно эту разновидность Николай. И выясняется, что там ее выращивают, продаются, во-первых, в садовых центрах для загородного, для ландшафтного озеленения. Она используется. Делается это в штатах, которые
зимой не замерзают, то есть где зимой температура болтается там плюс-минус около нуля иногда, обычно там плюс 10, это как раз тот самый климат, который подходит для стрелицы. Но это прям не совсем южные прям штаты, но хотя вот можно Флориду тоже взять, потому что она такая очень влажная, заболоченная, да. Ну, вообще я Америку плохо знаю, поэтому особо ничего там не расскажу. Ну, то есть в пустыне она расти не будет, да, ей нужно все-таки прям от яркого африканского солнца прям нужно немножко затеняться. Она не любит прям, когда на нее полуденная жара, да. Но вот эти вот... При этом должно быть тепло и должна быть прохладная зима. То есть это в любом случае что-то там субтропическое, не прям экваториальное. Так. Начнем. Я сейчас быстро соберу горшок. Я его уже почти собрал. Осталось насыпать туда дренаж на дно. И со сборкой горшка мы закончим. И перейдем к самому растению. Так вот, что я посмотрел в Америке. На форумах почитал, что они делают со своими стрелицами. Они их активно выращивают в качестве растений, которые являются какими-то... Они крупные, поэтому их не сажают как бы посередине газона, да, их сажают в такие места, где забор, например, какая-то ограда, да. И стрелица, по сути, такое растение, как ограждающее. Бывает, делают зеленые изгороди из кустарников, да, американцы часто делают зеленые изгороди из стрелицы. Вырастает такая здоровая штука, как забор высоченный, то, что надо, как раз отгородиться от соседей. Значит, в своей естественной среде, вот стрелица Николай предпочитает жить в суглинистых почвах. Даже, то есть, ну, надо понимать, что вот эта вот часть Африки, если отбросить Мадагаскар, вот это вот ЮАРы, там такая почва, она красная, она с высоким содержанием вообще глины. Это, по сути, суглинок. Но она очень питательная, очень плодородная, потому что в Африке жизни много, там много, получается, в этом суглинке очень много органики, да, то есть это не очень рыхлая, но это очень богатая почва, поэтому в ней все здорово растет. Для комнатных растений рекомендуют брать в равных частях песок, дерновую землю, листопадную землю и можно компост взять еще. Но у нас, вот если вы пойдете в магазин, нигде вы там никакую ни дерновую, ни листопадную не найдете. Поэтому мы будем немножко составлять. Мы возьмем, совочек уронил. Итак, мы возьмем обычную землю для комнатных растений. Это торф. По сути, пишут, что он уже готовый, но я его немножко доработаю. Это грунт состоит из торфа высокой степени разложения, немножко раскисленного известью и с добавлением перлита в качестве влагоудерживающей добавки. Перлит — это такие белые вкрапления в грунте, такие шарики маленькие белые. Перлит — это попкорн из вулканического, попкорн из стекла, грубо говоря. То есть это материал, который очень имеет жесткую кристаллическую структуру и очень пористый. Вода в него попадает, в нем остается, но при этом не растворяется, а по мере необходимости молекулы воды просто из перлита попадают в грунт по мере его подсыхания. В этот грунт мы добавим песок. Песок я покупаю обычно в магазинах, он продается. То есть не в песочнице накапываем с тем, что собаки туда понаделали, а все-таки в магазинах продается обычный, в обычных цветочных. Продается песок для комнатных растений. Я его там всегда и покупаю. Стоит очень недорого. Но плюс его в том, что, я надеюсь, в том, что он не содержит в себе никаких животных, которых я бы не хотел занести в грунт, в который сажают свои растения. Будем надеяться, что он мытый. Так, и что важно, я добавлю сюда органику. Это
Вермикомпост, биогумус. Это уже то, что разложилось. То, что разложилось, то нам и нужно. Потому что это в первую очередь питательные вещества для растения. Потому что в явном виде торф это очень кислая и такая мертвая, нежизнеспособная среда. В любом случае нужно добавлять в грунт что-то не настолько кислое и более питательное. Я думаю, как-то так. Теперь это все нужно тщательно перемешать. Работая с грунтами, которые на основе торфа, да, вот это все, они, конечно, пачкаются, поэтому можно использовать перчатки. Комки, опять же, всякие разминать. Чем хорош, допустим, импортный грунт, я сейчас взял это компа, он не российский, по-моему, немецкий. Обычно, когда покупаешь отечественные все эти грунты с торфом, там найти корягу размером с пакет – это обычная практика. Часто там встречаются червяки дождевые. Но если в дождевых я какой-то явной угрозы не вижу, ну, дождевой червяк мне тоже попадался в том году. Рассаду сажал, попался мне червяк дождевой. Ну и так они вообще встречаются периодически. Но наличие живых каких-то организмов в грунте говорит о том, что этот грунт никто никак не мыл, не сушил, там, не обеззараживал, да, и если в нем выжил дождевой червяк, да, почему бы там не выжил, например, там личинка майского жука, да, которая вылезет у вас по весне. Представляете, из горшка вылетает майский жук. Такой стресс еще надо пережить. Итак, возвращаясь к нашей стрелице. Тут даже что-то написано про нее. Написано, как обычно, не ставить на полуденное солнце, полутень, регулярно поливать, удобрять не есть. Ну, хорошая рекомендация. У стрелицы я взял достаточно большой горшок и объясню почему. У стрелицы очень большая корневая система. И несмотря на то, что корни у стрелицы они такие толстые и массивные, они очень хрупкие. И они очень далеко и сильно разрастаются вниз. Ну, стержневая, в принципе, система у него. Но они и по бокам тоже будут расти. И поэтому горшок для стрелицы должен быть даже не сколько широкий, сколько высокий. Но таких узких высоких горшков они попадаются редко, поэтому я взял просто горшок побольше. С прицелом на то, что она, во-первых, разрастется как куст. Я следующий год пропущу с точки зрения пересадки. И он достаточно высокий, то есть корни нормально уйдут вниз, и это будет для растения хорошо. Потому что то, что мы видим сверху, это все здорово, но корни это тоже часть растения, и про них никогда нельзя забывать. Мы же не бонсай выращиваем, поэтому нужно горшок подбирать всегда адекватного размера. Для стрелицы, напомню, горшок лучше, пускай будет чуть-чуть выше, да, чем обычно, чем принято. Пересаживать буду методом перевалки, но если сейчас грунт развалится, ничего страшного, заодно посмотрим на состояние, собственно, корней растений. Сейчас наша королевская особа вылезет отсюда. Давай, стрелица. Стрелица Николай от обычной реджинаи, которая, да, будет отличаться тем, что у нее цветы будут немножко другого цвета. Если обычная реджиная это оранжевые цветы, там есть такие фиолетовые вкрапления, красные, ярко, но в основном оранжевые они, то Николай это скорее история с цветами такого сине-фиолетового и белого цвета, светлого. Они больше. Но, опять же, это все то, что мы видим в интернете, а в реальности подождем 3 года и посмотрим, какого цвета будут цветки у этого растения. Потому что если она не превратится ни в какую пальму и выпустит в итоге оранжевые цветочки, то это обычная реджиная. Проверить это на таком этапе не получится, потому что они, здесь листья более зеленые. Тут нет у меня сомнений. Вон у нее какие толстые корни, причем они, я смотрю, они были на дне горшка, вылазили через дырки и обрезались. Собственно, это уже плохо, то есть этот горшок для растения был мал, потому что вот корешки, они вот толстые такие доходят донизу и просто обрезаны, обрублены. Причем они, они в этом горшке, то, что вот вылазило через дырки, то и обрубалось. Значит,
У нас там насыпать и насыпать. Растения можно сейчас пока в стороночку вот так вот убрать. И насыпать на дно. Старый грунт брать можно, ничего плохого в нем нету. Это приехал только из магазина. Ничего там страшного нет. Так. Читал отзывы на форумах в Америке. Люди пишут: вот, стрелица надоела, собака за 5 лет разрослась так, что не вижу больше дом соседа. Еще люди жалуются на то, что когда она, вот этот Николай, разрастается на улице, да, она, цветочки эти высоко. И если у вашего домашнего растения, когда цветы отцвели, вы просто их можете ножичком или секатором аккуратненько срезали и выкинули. Представьте, что происходит, когда они растут где-нибудь там на 6 метрах, и никто, естественно, туда не полезет их снимать, да? И они там потом засыхают и просто висят, ну, очень некрасиво выглядит. Даже кто-то, я видел, фотографию выкладывал, что вот посмотрите, стрелица на заборе просто, ой, наверху там просто какой-то кошмар. Вот, поэтому у крупного растения есть такие крупные проблемы, то есть вот эти множество цветов, которые перестали цвести, летом они цветут примерно месяца 1,5-2 продолжается цветение. Вот когда она оканчивается, потом там наверху висят вот эти засохшие цветы целый год. Зрелище не очень хорошее, они потом полностью засыхают ближе к зиме, и ну, зимой, наверное, сухие совсем отваливаются. Еще к особенностям стрелицы из практики, то, что говорят обладатели больших растений, это то, что она необычайно привлекает птиц. У мелких вот этих птиц, которые любят сладкие нектары. Понятно, что у нас по Москве колибри не летают, но эти птицы, они живут, они же мигрируют, летом залететь сюда может все что угодно. У стрелицы очень цветки образуют, они очень душистые такие. Ну, они не то, что там пахнут, но у них вот этот нектар, сок такой липкий, он очень сладкий и привлекает огромное количество птиц. И в странах с теплым климатом стрелица — это такой естественная кормушка для очень большого вида, очень большого количества различных мелких птиц, которые питаются или разнообразят свой стол сладкими нектарами. Это же скорее и недостаток, потому что когда у меня была стрелица обычная, росла здесь же в офисе, проблема ее была в том, что летом с нее постоянно что-то капало с цветков, вот этот липкий нектар. И первый, кто в это дело вляпывается, потом это разносит по всему офису, и ходишь по офису, прилипаешь к полу. Это очевидный минус. Растение разрастается, оно становится большим, цветки вот эти, они на очень высоких там цветоносах, порядка 40-50 бывает сантиметров, может быть, даже метровые, наверное, бывают. И на них потом такой крупный цветок, он диаметром сантиметров 15. Ну, по сути, вот этот цветок очень близко к натуральной величине, может чуть-чуть больше что-то нарисован, да, то есть это вот такая форма цветка. То есть у него снизу так он вырастает палка такая, клюв у него такой, как журавлиный, и вот он сверху вот так он раскрывается на две части, и из него вверх хохолком торчат цветные вот эти листики такие, которые образуют как раз цветок. И напомню, я ожидаю, что у этой стрелицы через 3-4 года эти самые листики в цветке будут белого цвета, белого, красного, а снизу они будут синенькие. А у обычной, который Reginae, которую мы привыкли видеть в стрелице, у нее листики вот эти вот, снизу они больше такие фиолетовые, а сверху они ярко-оранжевые. Что касается листьев, то чтобы отличить Николая от Reginae, смотрите на цвет самого листа. У Николая он более зеленый, у Reginae он чуть-чуть поуже, и он более такой с белесым таким, белесо-голубым таким налетом. По размеру тоже Николая листья будут больше. То есть вот этот лист, он может быть на самом черешке, который может достигать и метров в длину, даже более. И вот эта верхняя часть у него, она тоже может достигать там, до 80 сантиметров в длину, при этом шириной 20-30 сантиметров быть. И это, собственно, очень то, что как раз роднит стрелицу с бананом. У банана, если помните, у него такие гигантские длинные листья, бывают там по 6 метров, такие широкие, но они тоже на длинной палке, а потом такой, как весло, такое растет, да. И это вот поэтому их в Африке часто называют, собственно, бананом.
Теперь, что мне остается сделать? Мне останется теперь это растение полить, потому что уже февраль, и пора ему переходить уже к такому к летнему сезону. Пора выходить из спячки. И до сентября-октября месяца я это растение буду регулярно поливать. Регулярно не значит много, то есть моя задача сделать так, чтобы грунт в этом горшке был постоянно влажный. И это лучше обеспечивать частотой полива, чем количеством. Понятно, можно туда ведро воды налить, да, и вот стоит вот все влажное, но и так растение зальется. А успех выращивания стрелицы просто в регулярности полива. То есть, если у вас нет возможности раз в 2-3 дня ее поливать, лучше ее не заводить. Подстраховаться, опять же, поможет, повторюсь, система автополива, которая позволяет все-таки там уехать на 2 недели в отпуск. Но все равно, когда мы поливаем через автополив, вода все-таки по большей части находится снизу. Для корней это хорошо, но в целом верхняя часть грунта будет подсыхать. Здесь тоже есть частично корни, да, которые будут явно страдать от засухи. Для того, чтобы это не происходило, нужно, как и в этом случае, как вот грунт этот компоссана, да, у меня был, но если у вас любой другой грунт, для того, чтобы снизить вот этот вот эффект от недостаточности автополива, обязательно в грунт добавляйте какие-то влагоудерживающие добавки. Это может быть перлит, это может быть вермикулит, это может быть циолит, это может быть там тот же серамис, можно размешать с грунтом, добавить. То есть что-то такое, что в себя влагу впитает, не даст корням загнивать, но и будет по мере надобности отдавать растению. Это раз. По поводу подкормок. Обязательно такое крупное, быстрорастущее растение нужно подкармливать. Нужно добавлять с весны по осень традиционно обычное удобрение. Ну, можно с поливом, просто раз в неделю добавлять. Для декоративно-лиственных, можно для декоративно-цветущих. Они очень сильно близки, но у декоративно-цветущих просто будет больше азота. Там вот это на всех удобрениях написана формула, это НПК, азот, фосфор, калий. Но лучше просто полагаться на то, что написано на бутылке, смотреть для чего оно. Хотите, чтобы цвело, ну, больше добавляйте удобрения для цветущих. Да, это будет стимулировать дополнительно его. Зимой стрелицу Николая удобрять не нужно, и нужно дать ей подсохнуть. А вот если у вас реджиная стрелица, зимой ее тоже нужно поливать, и нужно тоже, ну, может быть, чуть-чуть сократить частоту полива, но все равно следить за тем, чтобы грунт не пересыхал. Вот основное отличие. То есть посмотрите, если вы не знаете, какая у вас стрелица, да, как мы уже подарили, да, на всякий случай. Если листья прям ярко-зеленые, вот такие глянцевые, блестящие, то это Николай. Если они чуть поуже, чуть повытянете, и они такие с белесым таким фиолетовым налетом, то это стрелица реджиная, и ее надо поливать круглый год. Николая зимой подсушиваем. Ну, все, наверное, все, что знал, рассказал. Теперь осталось ждать 3 года, пока она выпустит цветы. Если это произойдет раньше, но я обязательно поделюсь фотографиями такого события в Инстаграме. А пока поставлю. И да, последнее по освещению. Стрелица любит много-много-много рассеянного света. То есть это восток, это запад, если с точки зрения окна, если вы не растете на улице, да? Если вы не живете в субтропиках. И нежелательно ее ставить под полуденное солнце, листья могут здорово погореть. То есть южное окно, но это нужно немножечко убрать в сторону от окна в комнату. Да? То есть у меня вот южное окно, я стрелицу не буду ставить к окну, она будет стоять где-то посередине примерно офиса. Этого будет достаточно для того, чтобы она получала много света, но не получала солнечные ожоги. Вот и все, что я знал про стрелицу, я с вами этим поделился. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, как обычно. В общем, вы просили стрелицу, ну вот не сразу, но мы к этому пришли. Пишите, что хотите увидеть еще. Спасибо, пока.